Цирковой артист весом 600 ньютонов прыгает на растянутую сетку с высоты 10 метров от нее. С какой средней силой он давит на сетку, если она прогибается на 1 метр? Дальше известно вес артиста 600 ньютонов. Высота, которую он прыгает, аж равно 10 метров. Сетка прогибается на 1 метр. Определить, с какой средней силой он давит на эту сетку. Здесь высота прыжка. Сетка прогибается еще на 1 метр, аж первая. После того, как артист коснется этой сетки, она тоже прогибается под его весом. Так посмотрим, во что это дело все превращается. Начнем с того, что определим, что сила, с которой действует сетка для того, чтобы погасить этот прыжок, она действует на расстоянии 1 метр. Работа сетки будет выражаться как произведение силы на 1 метр, потому что до расстояния, когда еще не было контакта с сеткой, сила тут еще не работает. Какую энергию она должна поглотить, эта сетка? Сетка должна поглотить энергию не только вот этого прыжка, но еще и этого прыжка. Прыжок заканчивается вот в этом месте. Реально та энергия, которую имел артист, она будет заключаться в том, что он пролетит не только 10 метров своих без соприкосновения с сеткой, а еще 1 метр. Потенциальная энергия, которая должна сетка поглотить, должна выполняться вот эта работа по поглощению этой потенциальной энергии. Потенциальная энергия будет измеряться, которую поглощает сетка от начала прыжка до конца прогиба. Можем сказать о том, что энергия, с которой летел артист, МЖ, состоит из полета, который над сеткой, из H и плюс H1. Вот до этого момента. Он же не закончил свою энергию, когда коснулся сетки. Он еще продолжал двигаться вниз. А потенциальная энергия прыжка будет выражаться в сумме двух этих высот. И вот эта вся энергия, которую артист, прыгая на сетку, получил, должна быть поглощена работой, силой сетки на протяжении только всего лишь 1 метра. Мы должны записать таким образом, что все это должно быть равно средней силе сетки, что множится на 1 метр. Вот это работа сетки, которая поглощает всю вот эту энергию. И теперь запишем это все в тех данных, которые есть. МЖ – это у нас P. Можно переписать это как P умноженное на H плюс H1 равно F умноженное на H1. Потому что силу мы тоже в ньютонах будем определять, поэтому нет смысла использовать здесь массу, ускорение и так далее. Все это будет определяться в ньютонах, потому что с этой стороны, смотрите, равенство. Тут ньютоны будут, здесь метры, здесь ньютоны и метры. Все получается без изменений. Отсюда F можно найти. P умножить на H плюс H1 и деленный на H1. Подставляем эти значения, что мы получаем. 600 ньютонов умножится на 11 метров и делим сколько? На 1 метр. Метры сокращается, перемножим, получаем 6600 ньютонов. Средняя сила, которая в течение 1 метра будет гасить вот этот прыжок. Можно записать это как 6,6 килоньютонов. Так сила, с которой сетка поглощает этот прыжок в течение 1 метра, который производит работу для того, чтобы поглотить вот эту энергию, будет равна 6,6 килоньютонов.